Привет! На этой неделе тема прически. Прически. Мне всегда нравились короткие прически, и меня стригла в детстве мама. Поэтому я просил ее всегда: мама, постриги меня коротко. Но до школьного возраста мама стригла меня коротко. Я, кстати, снимаю в поезде, поэтому все трясется, не обращайте внимания. И вот я пошел в первый класс, мне нацепили тут бантик, волосы все еще были короткие, но бантик. Вот, пришлось надеть юбочку, платьице, форму, тогда это еще был Советский Союз. Приходилось девочкам одевать платьице, вот, терпеть не мог. И где-то лет до 11 волосы у меня медленно, наверное, росли. В 11 лет все-таки мама сжалилась надо мной и постригла. И тогда же, в 11 лет, мне прокололи уши. Мальчикам в то время не прокалывали ушей. Вот. Но мне повезло. Между стрижкой и ушами было лето. Вот этим летом я возрадовался жизни и был мальчиком с короткими волосами. Вот. Но с 11 до 12 лет у меня снова быстро очень выросли длинные волосы, где-то вот до-сюда, у меня были косички. Короче, где-то потом, лет до 15, я усердно отращивал даже волосы, лет до 14. Мне даже как-то захотелось этого. Вот, 14 лет когда-то снова постригся. Вот. Но где-то следующий прорыв, на самом деле, у меня был где-то, когда я закончил школу. То есть 21 год я закончил школу и постригся. Это была вообще абсолютнейшая свобода. Я пошел в институт. Вот. У меня были короткие волосы. А потом, где-то на последние годы университета, института, я, немецкой, в Германии это был институт, и я поехал в Англию учиться частично на год в университет. И там я пошел в парикмахерскую, что я до этого делал довольно редко. Пошел в парикмахерскую и сказал: сделайте что-то необычное, сделайте мне короткие волосы, и так, чтобы они стояли, чтобы все стороны стояли, потому что я не верил, что это возможно сделать с моими волосами. Вот. Мы сделали, их постригли, профилировали. Есть специальные такие ножницы, которые чик-чик делаешь, и они, значит, тут короче, а эти длиннее, они, все поняли, да? Есть, волосы, которые короче, чем те, которые длиннее, и те, которые короткие, держат, те, которые длинные, они как бы стоят. Вот, и их утюжком выпрямили. И выпрямленные волосы имеют шанс стоять, потому что кучерявые волосы типа тяжелее, к тому же они относительно густые, и они не стоят. Вот, профилированные и выпрямленные волосы мне вот так вот поставили таким классным ежиком, и это была такая свобода. И тогда я выставлял кучу видео на YouTube и пел под гитару с разнейшими прическами. Вот. Сейчас у меня страшно скучная прическа, вот чуть-чуть выпрямлена, чуть-чуть спрофилирована и стоят. Вот. Почему скучная? Потому что у меня теперь есть борода, и мне это не надо. Но, может быть, что-нибудь веселое все-таки сделаю. Теперь нам выходить. Всех с наступающим Новым годом. Он, кажется, завтра. Да. И до следующего раза. Не бухайте слишком много. Не, бухайте, радуйтесь жизни.